Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня видео будет несколько необычным, не только потому, что мне порядком надоела эта говорящая голова, которая на всех моих видеороликах на YouTube-канале фигурирует, но также буду делиться своими откровениями. Надеюсь, что видео будет не бесполезным тем, кто сталкивался с этой проблемой. Я сегодня совсем по-домашнему, без макияжа на лице. Время вечернее, освещение не очень, но главное улавливаем суть. Масочек никаких сегодня не будет, сегодня речь пойдет исключительно о здоровье. Начну с того, что я очень не люблю обсуждать свои болячки. У меня их немного, но они все-таки бывают. Вдвойне не люблю делать это публично, но я записываю это видео с той целью, что если кто-то столкнулся с подобной проблемой, либо столкнется, надеюсь, что мой опыт будет полезен. Так, речь пойдет по здоровью. Небольшая история. Вот загляну в свою медицинскую книжку, когда же это было впервые. Наверное, сейчас, минутку. 12 апреля 2018 года. Медицинская книжка. Для особо неверующих я сделаю скан этой странички. Это был визит к дерматологу. Да, любой дерматит не очень приятное явление, когда это речь идет о ноге, руке, любой конечности. Но когда дерматит выступает на веках, на нижних, а потом и на верхних веках, это неприятно вдвойне. Не знаю, с чем это было спровоцировано. У меня есть свои версии, но это не суть важно. Проблема в том, что ни с того ни с сего какие-то красные пятна появились на нижних веках, отечность сильнейшая, появились какие-то глубокие морщины на нижних веках. Неизбежно визит к дерматологу. Да, специалист мне помогал, выписал лекарства, за что я, конечно, огромная благодарность. Прошла курс лечения. Где-то через года полтора, через год, уже осенью, сейчас, это же повторилось. Причем стали страдать не только нижние веки, но и верхние веки. И, конечно, я вспомнила про 3 лекарства, которые выписала мне врач. Я ими воспользовалась. На какое-то время было облегчением. Но проблема не была решена полностью. Это была целая катастрофа. Потому что я затягиваю историю. Представьте себе, когда 1,5 месяца каждое утро просыпаешься и видишь в зеркале какое-то изуродованное лицо с сильнейшим отеком под глазами, и вообще все лицо оттекает, глубокие морщины на нижних веках, на верхних веках тоже припухлости. Но я с этим справлялась, плюс спасибо, шикарные тональные средства помогали, но радости было мало. Ты понимала, что это внутренняя, я понимала, что это внутренняя проблема, с которой надо решать, и никакие наружные средства, и даже таблетки, которые прописывал дерматолог, здесь не помогут. Кстати, дерматолог меня отправляла по поводу внутренней проблемы еще в апреле 2018 года на УЗИ. Сделать УЗИ внутренних органов, я это сделала. Да, щитовидка в норме, да, сердце тоже в норме. Я нарочно все это затянула, чтобы вы понимали, каково было мне. 1,5 месяца вот так вот страдать. До того доходило, что уже боялась людям в глаза смотреть, видеть этого кошмара. Так вот, я уже задумалась, возможно, на меня не действуют эти средства из аптеки, потому что я человек, наверное, уже запрограммированный изнутри на то, что эта вся химия, она малоэффективна из аптеки. Часто бывало так, что я начинала курс лечения, проходила традиционными средствами, но затем вылечивала свою проблему именно нетрадиционной медициной, тибетскими рецептами. И я уже подумала, что делать? Лекарства из аптеки не помогают, необходимо будет попить чай нони. Конечно, он не дешевый, но что делать? Либо, может быть, попробовать чай энергии очищения для начала. И вдруг однажды меня утром осенило, что дерматит – это отчасти аллергическое проявление. Возможно, мне помогут вот такие вот детокс-пластыри. Достаточно будет их поклеить на нос-стопы, и проблему я смогу решить. Вот конкретно о том, как помогли мне решить эту проблему детокс-пластыри, я и хочу рассказать в этом видео. Извините, что так уж затянула со своими кошмарными дерматитом, но что делать по-другому.
не поймете. Кстати, хочу сказать, что те, кто сейчас сталкивается с проблемой, аналогичной моей, талисман, небольшой бальзамчик, помогает убрать опухлость на поверхности кожи, убрать глубокие трещины, намного эффективнее даже, чем тот препарат, который выписывал мне врач-дерматолог, гидрокортизон, это мазь наружного применения. Так, что же я решила делать с этими пластырями? Ну, кстати, вот цена 66 рублей, это рубли по МР, одно применение. Конечно, рекомендуется клеить эти пластыри минимум 5-7 дней подряд. Я хочу повторить этот эксперимент, потому что на лицо были явные улучшения. К врачу-дерматологу повторно я не пошла за лечением. Итак, в упаковке этих пластырей 2 штучки. На чем основан принцип? Принцип основан на том, что есть свойство бамбука абсорбировать токсины, очень мощно абсорбирующее средство. И именно через активные точки на поверхности наших стоп из организма выводятся токсины. Конечно, очень важно клеить эти пластыри не позже 9 часов. Сейчас уже, правда, скажу честно, 10 часов, начало 11. Ну, потому что после 9 часов закрываются самые активные точки на стопах. Эффект все равно будет. Ну, что делать, так уж решила. Очень также вам рекомендую не полениться и перед тем, как приклеивать детокс-пластырь на стопы, сделать солевую ванночку для ног. Вы можете использовать солевые ванночки лаванда, чайное дерево или тибетские травы компании Тянде. Либо можете воспользоваться самой обычной рапной солью, которая продается в магазинчиках в вашем городе. Итак, еще очень важный момент перед тем, как клеить детокс-пластыри, желательно, рекомендую вам обязательно придерживаться этого правила, выпить в этот день не меньше, чем 1,5 литра воды, чтобы токсинам было легче покинуть ваш организм. Так, я подготавливаю сами пакетики с бамбуком с применением. Обратите внимание, что у каждого пакетика есть сторона такая немного перфорированная, через нее даже более видно содержимое, и сторона практически бумажная. Вот эту практически бумажную сторону мы не используем, мы приклеиваем к поверхности стопы именно перфорированную сторону. Обращите внимание, это очень важно. Итак, я беру пластиночку, снимаю защитную пленку с каждой из пластинок и по центру этой пластинки приклеиваю сам пластырь бумажной стороной к пластинке, то есть к стопе он будет соприкасаться. Перфорированной стороной это важно, иначе вы приклеите и ничего не вытащится, никаких токсинов ваш организм не покинут. И вот таким вот образом я приклеиваю по центру стопы. Надеюсь, что вам будет это видно. По центру стопы приклеила и зафиксировала клейкой лентой, клейкой стороной. Это все. Конечно, желательно, как я говорила, по времени не позже 9 часов это делать. Это раз. Желательно, конечно, если есть возможность уже прилечь спать и не двигаться, чтобы ноги находились в горизонтальном положении. Но если не двигаться никак не получается в это время суток, то, по крайней мере, не находиться вертикально продолжительное время на стопах. Точно так же я поступлю со второй стопой, а утром будьте готовы к тому, что я буду снимать эти пластыри, и надеюсь, что эффект вы заметите. Кстати, если вы так еще не поняли, почему я снимаю это видео без макияжа, а для того, чтобы вы убедились, что покраснений нет на коже лица, явно выражены. А если вы еще сомневаетесь, что они были, я не поленюсь, добавлю в подсказки к этому видео те видео, в которых я показывала, насколько эффективно мое тональное средство, именно BB-крем, которым я пользовалась весной прошлого года, когда столкнулась с этой проблемой. И также вы можете заметить, если приглядитесь, на красные пятна на левом глазу, внутренняя сторона глаза, внутренняя сторона века, когда я снимала последнее видео про кремовую маску серии Фукайда. Это для тех, кто особо не верит. Ну, наклонись поближе к камере, чтобы было видно, что с лицом более-менее в порядке, но все равно хочется поклеить больше, чем один раз эти пластыри. А, кстати, так не рассказала, что же произошло, когда я первый раз наклеила эти пластыри. Так, на удачу. Собиралась уже покупать чай Нони, пить его курсы, но решила пробовать детокс-пластыри. Утром снимаю детокс-пластыри, конечно, вонь страшно, они черные, все, но особых изменений, улучшений на лице не заметила. Как бы вроде бы так, как было, все и стало. Но на следующее утро, после того, как уже я ничего не принимала, никаких лекарств, ничего не заметила, никаких отеков, никаких глубоких трещин на нижних веках, на верхних веках. Полностью преобразилась, ни к какому врачу я, конечно же, не пошла. Итак, дождемся утра. Я не поленюсь, сниму видео с окончанием моего эксперимента над собой. Оставайтесь со мной. Итак, раннее субботнее утро.
Всех с добрым утром. Ночь пошла вполне благополучно с детокс-пластырями на стопах. Тепло, тянущие такие приятные ощущения в стопах. Снимаем. Советую вам снимать детокс-пластыри в ванной непосредственно, потому что эта липкость от ленты, она будет сохраняться. И вот все эти пылинки, соринки, которые есть неизбежно на полу, они будут приклеиваться к ногам, когда вы будете идти от комнаты, где вы снимали детокс-пластырь, до ванны. Вау! И тем более эта липкость еще остается. Ну как-то так, не настолько черный, как в первый раз, когда я клеила. Ай, липкие. Очень неприятный запах. Те, кто знает мазь Вишневская, вот примерно точно так же пахнут эти детокс-пластыри по утрам. Это при том, что у меня исключительно здоровый образ жизни без вредных привычек. Если у вас есть вредные привычки, вы пьете, курите, то цвет будет более смоленистый, более черный. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Используйте мой вам совет детокс-пластыри компании Tandem из серии Master Herb. Конечно, в идеале пройти всю детокс-программу, особенно осенью. Но в случае экстренной необходимости на выручку вам придут именно эти детокс-пластыри. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!